Ах ты ж какая! Туфли себе она купила! Вырядилась тут этакая коза! Дом они себе зафигачили новый, красивый, загородный! На Ямайку они катаются! Тогда я просто так посмотрю на него, как бы, что он просто, ну, дебил. Привет, друзья! Сегодня я вещаю в 3 тулупах, не удивляйтесь. Все потому, что у меня очень-очень холодно дома, холодно. Это не то слово, просто холод. У меня деревянные окна, через них очень продувает сильно. Я их тоже даже заделала недавно, но это все равно не особо сделало погоду, потому что все равно внутри сохранился такой не очень теплый воздух. А поскольку я нахожусь дома одна, я не смогу всю квартиру просто продышать и нагреть своим теплом своей маленькой меня, как бы. Поэтому не удивляйтесь. В общем, что я хотела сделать сегодня, это поотвечать на вопросы, которые мне задавали в последнее время очень активно. Я поотвечала на более-менее интересные из них. Итак, первый вопрос, которые мне задали: что важнее, результат или дорога к нему? Скорее всего, это дорога, потому что дорогу еще нужно всю пройти, весь этот тернистый путь успеть пройти. А когда обычно ты уже достигаешь какую-то цель, свой результат получаешь, да, уже какое-то такое воодушевление, в принципе-то и пропадает, потому что ну, ты вот достиг это, да, ты это уже можешь. И сидишь такой, как бы, ну, вот, вроде бы сложно было, но как бы я дошел, все-таки смог, да, или, может быть, было не так уж сложно. Главное, чтобы были дальше новые цели, чтобы был стимул двигаться, развиваться и жить. Следующий вопрос, он состоит из кучи разных вопросов. Это что бы ты выбрала? Молодость или опыт? Я буду туда сразу отвечать. Я выбрала бы молодость. Живое общение или социальные сети? Я бы выбрала живое общение, конечно. Это намного душевнее и приятнее, когда ты видишь перед собой человека, видишь его глаза, видишь его все эмоции, все реакции. Это намного круче реально, чем вот соцсеть. Нет, реально, ну я дома и так могу одна посидеть, как бы. Я лучше выйду куда-нибудь с ребятами, с друзьями пообщаюсь. Следующий вопрос: любовь или кого-то, кто даст благи социальной жизни? Я бы выбрала любовь. Труд или отдых? В данном случае я выбираю и труд, и отдых. Они взаимонезаменимы. То есть, да, как бы они взаимонеисключаемы, поскольку без одного не будет, скорее всего, и другого. То есть нужно это чередовать. И трудиться, и отдыхать, чтобы все было в гармонии. Саморазвитие или следить и учить кого-то? Я предпочитаю, конечно же, саморазвитие. Научить я могу в том случае чему-то, если меня об этом спросят, попросят, как бы. А так я не особо навязываюсь. Нет, конечно, я бывает там, когда человек делает какую-то галимую хрень, и это мой очень близкий мне человек, тогда скажу: Васян, ты чё? Как бы так вот, а в целом я не особо навязчива в этом деле. Попросите, да прибудет вам необходимое. Следующий вопрос: кому ты завидуешь и почему? Вообще, в целом, я старалась всю жизнь свою никому не завидовать, потому что какой смысл терять свое время, свою личную энергию на какую-то вот эту зависть? Мне что, заняться больше нечем? Да, если я вижу кого-то успешного, я думаю: так, классно, что бы мне сделать такое, чтобы тоже добиться этого? И начинаю искать пути и добиваться этого, а не тупо сидеть так: ах ты ж какая! Туфли себе она купила! Вырядилась тут этакая коза! И там машину себе новую купили, да? Дом они себе зафигачили новый, красивый, загородный. На Ямайку они катаются. Как бы, зачем этим заниматься? Объясните мне, пожалуйста. Если у тебя в порядке все с самооценкой, то как бы тебе некогда будет этим заниматься, ты просто будешь стараться сделать
максимально полноценной свою жизнь, и все. Можете ли вы быть виноватой, и умеете ли это признавать в лицо, насколько вам сложен этот поступок. Естественно, я могу быть виноватой, я человек, я косячу, как и все косячат, в принципе, и я не исключение, так что и признавать я тоже умею свои ошибки, как бы. Не надо такого вот говорить, там, что там, вот, женщины бывают никогда не признают свои ошибки, неправда. Если просто человек, конечно, может быть реальный косячник, тогда я просто так посмотрю на него, как бы, что он просто, ну, дебил. А так, как бы, я, если виновата, реально виновата, я скажу об этом, как бы, блин, извини, я попрошу прощения. Можешь ли ты назвать себя грамотным человеком? Да, могу. Полноценно и оправданно. В меру своего образования, и оно до сих пор не прекращается у меня никогда. Весь этот образовательный процесс до сих пор идет. До сих пор идет. До сих пор идет. Поэтому, да. Я считаю себя грамотным человеком, особенно если учесть то, что я получала основное образование лингвистическое, языковое, переводчика, то у меня есть вот этот вот бзик на то, что писать правильно. Ну, конечно, в последнее время я стараюсь с друзьями в интернете не особо стараться, все делать изумительно правильно, потому что иногда важно побыстрее отправить человеку информацию, и ты как-то там не особо паришься, там запятык вставить или что-то еще. В общем, а в целом меня бесит, когда говорят там позвонишь, ложишь, я поклал. Просто мне вот. Но как бы в целом я все равно стараюсь как-то к этому сейчас уже спокойнее относиться, потому что, ну, я просто стараюсь принимать, что люди бывают, да, они бывают неграмотные, они бывают такие вот. И даже когда иностранцы общаются со мной, да, на английском, они тоже бывают, говорят коряво, как бы, ну, мы все такими когда-то были, когда-то мы все не умели ни ходить, не есть нормально, да, и не говорить нормально, то есть, ну, кто-то до сих пор еще не научился нормально говорить, ну, что делать-то, я теперь стараюсь этих людей жалеть, вот так. Как на вас влияют стереотипы в обществе? Вообще, смотря какие стереотипы. Я такой человек, что я в основном стараюсь что-то осмыслить сначала, перед тем, как поддаться какому-то веянию, течению, стереотипы. Очень много было ситуаций, когда есть какой-то конкретный стереотип, а я скорее исключение из этих правил. То есть, не знаю, какой пример-то привести бы. Ну, допустим, девочки любят то-то, а я, допустим, это как-то так, не знаю. В общем, у меня на все есть свой вкус, у меня есть на все свое мнение. И поэтому я сначала спрошу себя, по душе мне это, подходит ли это мне или нет. И только тогда я уже буду думать, вписываюсь я в этот стереотип или я не вписываюсь в этот стереотип. Вот как-то так. Немножко абстрактно, но я думаю, понятно. Потому что если конкретнее, ну, спросите меня, какая конкретика вам именно нужна касаемо стереотипов, я отвечу. Легко ли быть молодым? Конечно, это просто это лучшее, что может быть в жизни, быть молодым, пока у тебя есть здоровье, пока у тебя есть силы, амбиции, максимализм, особенно юношеский, это вообще, это божественно, ты просто можешь хоть на Луну улететь без ракеты, ну реально. И вот это вот важно время не просрать вот на всякую хрень, там, не знаю, пьянки, гулянки, диско и панки, да, как бы, ну... Нет, конечно, по панку все это нормально, мы сами так росли, но тем не менее важно не просрать реально впустую, там, сидя ежедневно только за компьютером, нужно выходить куда-то, видеться с людьми, заниматься образованием, путешествовать. Я считаю, это реально очень важно, чтобы пока молодые люди, да, вот они, чтобы вели максимально активный образ жизни. Иначе потом и вспомнить-то нечего как бы будет. Как говорил наш преподаватель по психологии, пока молодые, надо шляться по миру. Есть, сэр, мы пошли шляться. Я до сих пор вот этим всем занимаюсь. Шило у меня успешно никуда не выпадает, и кажется, там оно не одно. Поэтому, да, вот как-то движуха, она всегда есть, и хочется идти вперед, двигаться и не останавливаться на этом.